Сегодня у нас начало прохождения такой прекрасной игры, как God of War. Да, сегодня будем довольно-таки серьезно заниматься сюжетом и просто геймплеем. А пока у нас тут небольшие такие технические моментики, оформим начало стримчика, пока все собираются. Так что можете перемотать вперед, если смотрите это в записи. Желаю всем приятного просмотра, наливайте себе чаечек, печенечки, чтобы приятно провести время. Секунду. Так, я вернулся. Продолжаем небольшой технический моментик тут. Вообще игра победила у нас в вопросе, если посмотрите в сообществе, у нас присутствовал опрос, да, там стояло на выбор 3 игры. На освободившееся место после прохождения Crysis Remastered начало, ну, первая часть имею в виду. Вот. Там мы выставили такие игры, как Prey, God of War 4 и продолжение серии Crysis Remastered 2. И победила God of War. Проходить мы ее будем на максимальной сложности, да. Бог войны, как она тут называется. И немножечко пострадаем, так сказать, повоюем. Но обязательно все пройдем. Так.
Вот вроде вот так должно быть. Ага. Ага, вот тут. Тут еще ссылочку потом на плейлист надо будет поставить, и в принципе описание готово. Всем, кто пришел и смотрит, всем привет еще раз. Так вот. Да, вот так. Да, описание сделал. О, спасибо модератору. Он у нас подсуетился, тут поставил топающее превью. Да. Сейчас комменты еще поставим, чтобы было веселее. Можно будет потихонечку запускаться. Так. Участники, нету. Открыть чат. Так, вот чатик открылся. Вроде слышно меня хорошо, да, вот сейчас. Должно быть нормально. Слышно, отлично. Да, еще раз по настройкам пройдемся. Так, параметры. Звук. Наверное, громкость эффектов еще по чуть-чуть снижу, так как я вчера тестил. И было довольно-таки громко, когда Атрей и Кратос начинают орать, вдруг резко выкрикивать все свои боевые телодвижения. Вот, чуть-чуть пониже сделаем. Субтитры оставляем, соответственно, да. Без них никуда. Громкость речи. Думаю, если в будущем надо будет подправим, пока на 65 оставим. Музыка. Тоже неотъемлемая часть. Довольно-таки хорошо она тут сделана. Зернистость. Да фиг знает. Фон субтитров. Фона сейчас никакого нету. Ну и думаю, не надо. Да, имена говорящих тоже обязательно. Однократное нажатие. Ага, язык. Можно еще польский включить, но думаю, это нам не особо будет нужно. Всех приветствую, да. Всех приветствую. Скоро вот сейчас начнем, пока все собираются. По интерфейсу спартанский. Минимальная конфигурация, при которой отображаются только самые основные элементы интерфейса. Без шкалы здоровья врагов. Шкала ключевых противников тоже отключена. Враги за пределами экрана аналогично. Но нет, я не настолько профи. Думаю, там после того, как игру пару раз пройти, то, конечно, можно привыкнуть к игре без интерфейса, а так нет. Новая игра. Перед началом новой игры сохраните игру вручную. Имеется в виду, которую вы начали в прошлый раз. И имею в виду продолжение игры, да. Данные автосохранения могут быть утрачены. Есть 4 вида сложности. Захватывающие легенды. Режим не так рассчитан на игроков, которые хотят углубиться в сюжет. Здравствуй, Надань, здравствуй. А давай без интерфейса, приветствую. Без интерфейса хочешь попробовать? Его потом можно включить. Это с уровнем сложности на максимальный. Он ставится единоразово и не выключается по ходу сюжета. А интерфейс можно включить. Увлекательная. Средний уровень сложности рассчитан на игроков, желающих пройти
игру, преодолев умеренные трудности. Да. Но нам терять нечего. Ну, отлетает Кратос, я вчера потестил на предмаксимальной сложности. Ну, ударов с 2-3 где-то. Тут мы будем отлетать с 1-2, так что не особо как-то отличие сильное будет. Да, добрый вечер, Зет, добрый. Да, мы пока немножечко тут в параметрах лазим. Достойное испытание. Вот предмаксимальная сложность. Рассчитана на игроков, желающих испытать свои силы в нелегких битвах. И бог войны. Режим рассчитан на игроков с бескомпромиссной скоростью реакции и стратегическим талантом. Примечание. Этот режим не может быть изменен в процессе игры. Чтобы изменить уровень сложности, вам потребуется начать новую игру. Ну вы поняли, да? Инквизитор, здорово. Инквизиции до богов доберется через стримов 20. Почему? В этом уже стриме мы набьем морду одному нехорошему и очень настойчивому богу. Да, а в следующей части так вообще будем с ними там впрямую сражаться. Но думаю, все уже собрались. Все остальные подтянутся чуть позже, кто хочет. А мы начинаем. Да. Ну, не буду говорить с Богом. С силой поднебесной, вот пусть будет так. Но не убьем его. Это да. Ну, это мы уже прочитали, что сложность не меняется в процессе игры. Да. Погнали. Основа собралась, остальные подъедут и найдут. Конечно. А такой интересный контент по-любому кто-нибудь еще придет. Да, трагический момент. Да. В этих ударах Кратоса мы можем заметить все его сильные чувства, да, по отношению к своей умершей жене. Я думаю, все уже ознакомлены с сюжетом God of War 4. И что она погибла в самом начале, все знают. И спойлером не будет. А кто не знал, ну... Узнали? И еще много чего узнаете. Да. И напоминание нашего прошлого. Прошлого убийцы богов. И первую, и вторую, и третью, и пятую ознакомлен. Отлично. А четвертая... Дерево — это достойный соперник на первое время. А самое главное, ответить не может. Атрей. Садись в лодку. Сын полубога. И тоже мифического создания в качестве жены Кратоса. Там она, по-моему, великаном являлась, йотуном, да. И вот такая вот кровосмешенческая дитя получилось. Как в будущем в пятой части. Его назовут, ну, как я помню... Надо привязать его к лодке? Да, привяжем. А четвертая не требуется упоминания. Она для меня открыла эту серию. Ага. Четвертая просто для многих стала первой в серии прохождения. Держи. Четвертая часть очень достойная, да. Она раскрывает тут и прошлое Кратоса, и будущее продолжение серии. Начинать с нее уже хватит. Неплохо. Я помню, мое самое первое знакомление было с первой частью. Я тогда еще был мелким пацаном. Играл, как вы, наверное, знаете, PSP. Вот такие маленькие установочки, как Nintendo Switch, только поменьше.
Что-то и с изменилось? дисководом, со всеми вот Или этими вот стал прибамбасами. каким-то другим? Если ее перепрошить, то Всё и с изменилось, определенным мальчик. количеством Ты игр. поменьше об этом думай. Да, и тогда я Ладно. прошел первую часть. Где в аду от Кратос, где он там получает свое оружие. Все вот эти вот части пройдены. Потом, где он закован цепями, сражается с фуриями. Вот. Хорошие были части. Да. Кратос хоть и постарел, но у него силушки-то этой еще осталось эгэгэй. Вы не посмотрите, что он бородатый. Лещей, пинков может надавать там еще многим и многим. Проходить мы, скорее всего, будем со всеми доп-миссиями, ну, то есть, чтобы было попроще играть. И Кратос был раскачан, и, в принципе, с пониманием дополнительных всяких сюжетных целей. Пройдем и гномью ветку, и, ну, не знаю, как получится, но попробуем и с картами Это пройтись. последнее. Я не очень дедуктивен в этом плане, но попытаемся, по крайней мере. Да, такой трагический моментик. Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Сейчас просто после этого монолога Атрея Вон поговорим. они Да. зовут меня. Я думаю, очень знаменательное событие, вот Вон такое вот они прощание. зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вон они зовут меня. Вот фон ощущаете, вот это все нагнетание, ощущение вот такое. Теперь все. Теперь прощание самого Кратоса со своей женой. Найди путь домой. Ты свободна. Сильное ощущение, у меня уж мурашки по коже пробежались. Вот сколько раз не перепроходил вот это вот ощущение. Ощущение просто непередаваемое. Очищающее пламя. Как вы, наверное, знаете, из Скандинавии, то усопших приходилось, точнее, традицией было сжигать либо на лодках, выпуская в какой-нибудь водоеме, море, озере, пространстве Прости. таком, либо вот так вот на определенной кладке дров. Да, давайте поговорим. Зажми.
Мне даже интересно, как бы ты на макс сложности без дополнительных Этот миссий-то прошел. Там тупо прокачки бы не был хватило, её. как по мне. Теперь он твой. А скиллом вывезли бы. Тупо 20 раз на одном противнике померли. И Охоте учила. поняли бы, как его Чему проходить Покажи. через 20 раз. Да. Сейчас? Да. Они похоронят психику одного стримера. Она уже давно погибла вместе с играми серии Dark Souls, понимаете? Да. Болезненные олдскулы свело. Не то слово, не то слово. На кого идем? Ты идешь на оленя. Кратос решил отвлечь ребенка. Туда, где есть олень. Наглядная разница в общении отца и Ладно. сына в 4 и 5 части. Сюда. В конце 4 части они приходят к одному взаимопониманию. Да. И в 5 части я, конечно, ее не проходил, сказать не могу. Я ее только глазком так подглядывал и понимал, что надо ее будет Почему пройти. именно сейчас? Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. Но там, я как понимаю, да, вот это, Зависит опять от же, тебя. обостренное Вперед. взаимоотношение отца и сына, но наглядно имею в виду. Ну, вроде уже помягче. Бегать мы пока не можем. Нычечки, да. На карте очень много всяких нычек, всяких секреток. И все надо очень внимательно осматривать. У нас пока никакого интерфейса, в принципе, кроме ходьбы нету. Так что пока походим, посмотрим локацию. Проживает Кратос в лесочке, Посмотрю, что в впереди. предгорной местности или даже горной. Что ты там делаешь? А мы Охота ходим, в эту смотрим. сторону. А да, вот сюда мы потом вернемся. Мгм. Проходить 5. После 4 будет весело. Там управление изменено слегка. Но заценим. Мне, в принципе, немножечко непросто проходить сразу несколько сюжетных игр с разным управлением и, в принципе, механиками. Так что, думаю, привыкнем. Что ты нашел? Следы, но не олени. Поищу еще. Ищи, молодец. Хороший следопыт. Гляди. Ты пропустил. Похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. А скачивать это Да. чудовище весом 160 гигабайт еще веселее. Ну, думаю, на диске там чуть поменьше. Поменьше будет. Там обновления какие-то основные нам покажет. Ну, если что, место это всегда найдется. Вот наш первый сундучок. Да. Можно, конечно, начать вести количество смертей. Вот, не знаю, вот в правом верхнем углу, если бы на компе было бы, можно было бы вести счетчик. На консоли-то это будет сложно, если только устно и на Еще бумажке. следы. Да, но круглый. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? А что можно сделать? Прыгнуть, конечно же. Идем сюда. Оп, Да, ловкостью стой. отлично Следы оленя, отличаются свежие. дети всяких Сюда. этих мифических созданий. Такой туманный лесок. Притом в преддверии начала зимы. Олень. Нашел! Да. Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Оглядываем каждый уголочек. Тут очень можно легко все пропустить.
Там-там-там. Ну, рубленое серебро пока собираем. Это основная наша валюта. За нее мы покупаем всякие улучшения и броню себе, снаряжение. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Так просто. Отойди. У нас есть что? Правильно, летающий топор. Ого, Иди. ого. Что тут было? Первые враги, вот что это было. Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Оба находятся на нервах Будешь после стрелять, всей этой ситуации с Когда я похоронами. тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Голос не слишком громкий, Стань ребята. лучше. Может сделать чуть Ищи его. потише. Я сказал, ищи. Нормально, да? Все ок. Отлично, отлично. Ну, значит, вчера настройки ставя не прогадал. Но я хотел налево посмотреть. Он просто кат-сценой перевел. Нет, ты не готов. Назад. А, у нас никаких, да, я вчера поиграл, посмотрел со всеми этими навыками почти купленными и уже отвык, что нету ничего. Нормально, да? Ага. Надами предложил поиграть без интерфейса. Ну, то есть у нас не будет ни компаса, ни шкалы здоровья врагов, ни... Своя, наверное, так и будет, да. Боевого интерфейса тоже не будет, и игровых уведомлений. У нас будет максимум помощь от Атрея. Давайте с ней попробуем. А, и нашего здоровья, кстати, тоже нету. Мы должны это чисто условно понимать. Так, ударить мы... Ударяем мы когда? Удерживая, да? Не понял. Еще раз ударьте. Не понял. Он же должен мечом отбивать. Или это навыком? Не понимаю. Не, чуть-чуть надо. Пресс-F из-за интерфейса. Зато интерфейса нет. Ай, блин, на чатик отвлекся. Зато интерфейса нет, выглядит круто. Довольно-таки кинематографично, да. Ну ладно, это первая смерть, вообще не страшно. Я просто пытался понять, как работает без всех этих уже купленных навыков боевка с Кратосом. Вот еще интересно, Кратос же может отбивать атаки противников. Или это с прокачкой только покупается? Вот посмотреть надо. Где щит? Щит. Нет. А, да, покупается. То есть мы пока не имеем ни того, ни того. Не люблю парирование. Также парируют 3 раза почти подряд. Кратос? Кратер? Где такой кратер? Шипящий, проглатываем. Ну, то есть, да, вот пока мы можем максимум атаковать и блокировать. Без парирования. Ну, парировать я не особо умею, это просто самые обычные атаки. Ты не готов. Назад. Там потом, когда будут какие-нибудь комбинации противников, то уже попляшем по-другому. Надо избавиться от первого противника, пока не навязали всякие нехорошие. Вот, да, вот подсказки Атрея у нас есть. Это очень замечательно. Хоть какая-то замена интерфейса. Ну да. Блокировать можно. Пока не очень особо сильно.
Противники могут входить в особую стадию. Да. Стадия неубиваемости и особой дикости. Вот синяя вот это вот. Чатик, я понимаю, вы там очень пишите много всякого, но я пока сосредоточен чуть попозже. Пока боевочка. Помирать неохота. Так, все вроде? Не все. Опа-па. А как он это... Здоровье у нас на 1 тык. Да, на 1 тык. О, здорово, здорово. Я говорил, это будет долго. Через сколько включит назад интерфейс? Ваши ставки после 5-7 подряд. 15 плюс смертей на первой ведьме. Я... Вторая смерть. Всем привет в чате. Да, да. Можно, конечно, вести. Вести смерть... Нет, Смерть ты не книжечку готов. такую. Назад. Так, никаких особых навыков у нас нету. Отец, над тобой! Да понятное дело, что надо мной. Надо очень аккуратно. Противники идут партиями по 2-3 штучки. Пока что. Ничего сложного нету. Вот с волками снизу будет повеселее. Они немножечко попорывистее, чем эти драугры, самые обычные. С ними повеселимся. Ну, давай, вылезай. Не-не-не, стадию выключаем. Дикость нам не нужна вообще никакая. Мы обычные селяне, привыкшие, что нам не мешают. Так, еще -1. Как говорилось в Ведьмаке, чувствуем. Не-не-не-не-не. Не-не-не, все, он пришел. Ага, ну ладно. Все. Его фиг поднимешь теперь. Бить только на земле. Ну, ё-моё. Не нравится мне это. Жить-то вам долго приказывали, не, сударя? Все, минус. Ладно. Опа-па. Отвлекся. Не-не-не-не-не-не. Ё-моё. Это последний противник. Комбинирую уклонение с парированиями. Знаешь игру Армелло? Армелло. Если расскажешь, что это за игра, возможно, вспомню. А так сложно на слух воспринимать. Ну, смерть третья, не страшно. Нет, ты не готов. Назад. Вот нельзя им вступать в эту стадию, они восстанавливают, как я помню, все здоровье себе. Не дают себя поднять в воздух, ну, что я имею в виду, прерываются их атаки. Так что надо как-то очень группировочно так атаковать. Ну ты же лапочка-то моя. Зато их можно топором сносить.
Ну, ёпа-пара-па. Так, сейчас от этого избавимся и начнем тогда прессовать вот этого. Ну ты же издеваешься, что он их за КД-то невозможно. Так, минус, все, хорошо. Еще 2-3 противника осталось. Избавляемся по одному. У них снижается ХП, они входят в эту стадию. Спасибо, сын. Ты очень полезен, кстати, без этого интерфейса становишься. Давайте кулаками помесим, я не знаю. Должно быть какое-то это... разнообразие. Опс. А заранее ты не мог крикнуть? Нет? Ладно. Как ты смотрел прохождение God of War на макс сложности? Там был вопрос, когда игра поставит вас в неловкое положение на первых же врагах. А я говорил. Да. Что, сколько мы будем проходить первую локацию? Долго. Да. Армелло. События игры происходят в фэнтезийном мире, населенном антропоморфными животными, из нескольких кланов, которых 4 игроков могут выбрать своего героя для участия в кампании с целью стать кем? Новым правителем. В игре присутствуют элементы пошаговой настольной игры. Вспомнил, да. В частности, использование игральных карт и кубиков, которые вместе с действиями игрока влияют на общее развитие событий. 4. Я думаю, что за 4? 4 смерть. Я знаю, Армелло, да, такая игра. Телефонная. Есть также компьютерная, но я в нее не заходил. На телефонной очень мало... имею в виду, надо создавать свои партии. То есть там с обычными такими рандомами не поиграешь особо. Там очень плохо работают серваки, есть большое количество всяких этих самых вылетов. Да, игра вылетает. Так, надо привыкнуть использовать бросок для их вот этой вот прерывности, да. Я могу иногда заговариваться, я сосредотачиваюсь сильно. Собрал, так сказать, все булки в кулак. Жал, да, вот так. Ну, игра прикольная. Там особенно, если вот это про Армелло я имею в виду, вот. Играть эти 4 персонажа имеют свои прикольные механики. Там крыска какая-то, лисичка. Вот. Так что прикольная игра, в принципе. Но необходима своя компания. Я как-то хотел поиграть в... Если знаете, такая настольная игра есть. Драконы и подземелья, да. Так, спасибо, сына. Но пока еще не приходилось. В будущем, скорее всего. Не-не-не, все, успокойся. Постой, заморозочки немножечко. Надо использовать все механики Кратоса, тут броски, все подбросы эти. А то без них сложно. Так, кто следующий? Ну все, 4 смерти, довольно-таки результативно, как по мне. Собрал булки в кулак, режим 100% прохождения активирован. Да, еще вот так вот вперед, если знаете, есть типа такой мем. Вперед наклоняешься и типа максимально собран.
А я не знал об этой информации, но слышал, что с северян серверами плохо. Вроде разработчики забили игры, но и в этой информации не знаю. На меня затянуло. Вот там есть сюжет, да. Там можно сюжетную кампанию проходить. Согласен, с компанией веселее. Пока соло играю, но потихоньку планирую пригласить знакомых людей. Это отлично, отлично. Я там где-то... У меня были небольшие вот такие пролаги с игрой. Где-то максимум до кампании с крыской, наверное, прошел. Или лисичка. По-моему, крыска первая. Лисичка вторая. Могу ошибаться, конечно. Давайте еще тут посмотрим, полутаемся. Вот, да. Предметы, ценности. Тут вроде ничего интересного нету. Ну, 4 смерти, в принципе, я думаю, нормально. Такой разогревочный бой был. Опять же, мы не видим свое ХП, но оно после смерти восстанавливается полностью. Это, я знаю, это огромный плюс. Не надо будет с одним миллиписечным ХП с каждым врагом встречаться. Ну ты бегать будешь сегодня, не, Кратос? Механика. Собираем различные урны, чтобы открыть один большой ящичек. Это, наверное, еще с первых частей вот эти сундучки всякие еще появились. Где необходимо было что-то придумывать, чтобы их открыть. Но я играю мобильную версию игры, закрыта в моем телефоне, скачал через Google. Понятненько. Понятненько. Я, наверное, играл в нее где-то года 1,5-2 назад. Скачивал, точнее. Яблоко Идун. Легендарный предмет. Мы собрали одно из 3, и при полном сете оно у нас немножечко увеличит здоровье. Я думал, что хотя бы вне боя интерфейс покажут. Нет, ты что? Спартанский интерфейс подразумевался, что его в принципе в игре теперь не будет. Компас. Там была функция отключить компас. В бою мне нафига компас? У нас даже не будет показано, где миссия. Ну, по карте мы, конечно, ориентироваться можем. Это без проблем. А вот компаса нету, и надо будет на ощупь. Так что, если что, подсказывайте, куда плыть. Взломщик нелегальный. Тебе сказали, нельзя скачивать, а все равно скачивал. Кто такое сказал? Нам просто не дают скачивать. Да. Сейчас, секунду, ребята, я отойду на 5 сек. Ну, пока можете чаечек обновить себе. Ну все, обновили чай? Чай очень быстро пришел я. Да. Так. Так, что у нас получается? Мы спускаемся в расщелину. Как еще некоторые говорят, в расселину. Расселина. Так, тут у нас... Вон еще Лутецкий лежит. Да. Вот самыми неприятными противниками, по моему мнению, являются вот первые, это ведьмы. Первые. Потом это вторыми являются темные эльфы со своим невозможным этим командным боем. Что еще можно из противников включить в этот список? Наверное, это еще вот эти ледяные чувачки, которые волны пускают бесконечные, как мечники, так и, в принципе, эти... Как называются? Забыл. Ну, с булавами, короче, челики. Да. Но я бы даже заплатил бы потом, если в Play Market открыт был бы. Но там говорят, что игра более ранних андроидов. И что
И что не мог скачать. Пришлось это сделать. Да, ничего страшного. Все мы небольшие нелегальные пиратчики. Да. И они сразу в своем режиме ярости, блин. Волочочки, волочки. А не надо тут зубы скалить. Вот, наверное, третьими противниками, которые мне не нравятся, это являются волки. Они тут, в принципе, дикие какие-то и очень ретивые. Вообще дико как-то получилось. Я тупо не успеваю удары им нанести. Сейчас одного заморозим, наверное, и второго начнем кулаками месить. Да. Надо же применять стратегические свои навыки, как говорилось в уведомлении. Да. Да, вот постой, дружище, вот пока так. Да ты вот можешь не кусаться, пожалуйста. Да ёпрст. Не, сзади там ничего нету, они спереди, дружище. Сын нож. Сын хороший, они все спереди. Если мы еще пару раз так помрем, волки перейдут из категории, ну точнее из третьей категории неприятных противников к первой, пока мы не встретим еще кого-нибудь. Вот почему ты не бежишь? Вот почему? Тяжелые атаки, в принципе, применять уже нельзя. То есть только на быстрых. Ну вот он опять перешел в этот режим. Ну давай, кусака. Кусака-бабака. Хорошая такая, пушистая, ты писюха. Иди сюда. Ну ты щит мой видела, нет? -1. Со вторым, может, справимся как-нибудь. Иди сюда. Кусака-бабака. И -2. Все, отлично. 6. Из-за потных пальцев случайно нажимаются другие буквы. Скорее, в порыве побыстрее закончить этот бой, нажимается все, чтобы его уничтожить. Плюс иногда Т9. Волк делает кусь, стримил делает ай-ай. Ну-ну. Волки вообще какие-то дикие, под спидами прям. Вот это находка. Эх, а что нас ждет в будущем-то, ё-моё. Ну, вроде тут все забрали. Вот даже не знаю, я в этой локации не помню, встречал ли воронов Одина. Я их всех, конечно, не собирал, но, в принципе, большую часть видел. Да. Надо пооглядываться. Скорее всего, даже пропустили парочку уж. Вот вон, он же в настройках отрубается. Т9, да. Там надо нажать на клаву, там в настройке верхнее меню всплывает. Ну, по крайней мере, у меня. Там ты можешь поставить себе фон на эту клавиатуру, отключить Т9. Он, конечно, и помогает, но в большинстве случаев пишет не то, что хочешь. Но я, честно, не вижу воронов. Зато вижу сундук подвесной. Опять секретки. И где уведомления, что мы нашли? Только не говори, что он их отключил, блин. Ну, точнее, имею в виду, не показывает. Пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы Да делаем, ничего. что хотим. С батей можно Оправданий уже. не нужно. Все верно. С батей запрещено ничего нельзя. Не может быть, точнее. Так. Вот. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Все верно.
Надо сократить дистанцию, сына. У тебя батя все-таки ближний бой, а не дальний. Если что, топором по кумполу. На! Как этот Я много раз был охотился мем, с мамой. наверное, если А ты знаете, меня с никогда Гориным. не брал. Топориком Что же на! теперь? Там что-то вот такое было. Она Да. доверила. И Очень, пришла очень пора. он уже этот Ясно. эмоционально там выражался. Стандартная ситуация, когда мама посылает тебя к отцу, а отец к матери, и так по кругу, пока не услышишь нужный тебе ответ. Да, да. Есть такое. Перекладывание ответственности. Фу-фу-фу. Так, здоровье непонятно у нас сколько, так что похилимся. Драго, драугар. Один спрыгнул даже. Вот неудобно, что парирования нету у нас как. А можно побольше по лицу, например, получать или нет? Например, еще пару раз, нет? Один перешел в стойку. Это плохо. Не-не-не, автоприцел, ты, конечно, очень хорош. Как прекрасны твои мощные падения, блин, но ты иногда очень мешаешь. Сражаться с противниками 2х сложности это мощно. Ну, 1,5, по крайней мере. Это пока нету персонажей, которые нам ломают... Ну, есть персонажи блок ломающие, но не часто. А потом они тупо по КД будут. С такими фиг нормально посражаешься. Парируем, парируем. Ой, ё-моё. А сына предупреждать. Вот предупредил бы батю. Был бы рад. Благодарен. Может, сыном назвал бы. Не-не-не-не-не. Не успели, ладно. Ну, в принципе, уже даже понял, как с ними разбираться. Просто тупо побольше блокируй. И выводи их 1 на 1. Вот самое интересное будет в Муссельхейме, по-моему. Это в мире огня, когда надо будет отбиваться от волн противников. Вот как чувствовал, вот честно, вот чувствовал, что он сейчас в дикую ярость войдет. Вот там тупо будет очень жестко. Там противников будет дофига, они будут по КД спавниться. Ну, в некоторых Ворота должны открываться. миссиях. И все, впадая в дикую ярость, будут творить мясо, да. С отцом ты не охотился по одной причине. Пока с мамкой Атрей ходил на оленя и зайца, то батя ходил на медведя. Батя-то у нас поопаснее будет. Ну как? Я думаю, если мама Йотун Открывают. немножечко разозлится, то и сама, И я кому забралась. хочет, даст люлей. Но батя полубог ярости. Думаю, отлично. В этой сфере шарит. Да. Сына Балтикой закинулся, какой тут предупреждать. Интересно, интересно. Так, по-моему, там тут был где-то подъем наверх. Если не ошибаюсь. А могу, в принципе, ошибаться. Подъем наверх. А это что тут? А это мы... Обратно идем, да? Отлично, отлично. Где-то подъем был. Ну вот почему он не бежит? Вот что с тобой не так? Я помню, был подъем наверх. Тут еще такая прикольная штука была, как досочка. На ней нам показывали разные... Вообще фиг его знает. Подняться...
А там, наверное, где-то... Не знаю даже. Уже загадки. Уже, ребята, загадки пошли. Они тут по сюжету несложные, вот в ответвлениях некоторых могут вогнать в небольшой ступор. Ну ладно, пошлите тогда дальше. В принципе, думаю, если будет какой-то Ну, подъем, нам покажут. ух ты! Да, предметики. Ты куда? А вот Нам в сюда эту нам, да. сторону. Немножечко запамятовал. Ничего страшного. Бывает и такое. ХПшечка. Тут нас знакомят с взрывными бочками. Да. Вещь прикольная, когда ты правильно ими пользуешься и в правильных руках, если она находится. Лутецкий. Все нам надо. Вот на максимальной сложности восе как пылесос надо быть. Да. Забирать все, что можно с локации. Возвращаться к там, где пройти можно позже. Опа. А вот и попали мы к этой досочке. Сейчас нам скандинавскую мифологию сюда. немножечко тут объяснят. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну и все передерутся? А, все, да. Уведомление, что у нас такая-то запись есть в дневнике, тоже не показывает. Хорошо. Но буду, значится, я вам все показывать, раз не хотят. Да. Так, кажется, больше не миф. Найдите все святилища йотунов. Уходя, великаны оставили святилища, которые хранят их историю. Похожие сказки мне рассказывала мама. Они очень нравились. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти? Как вы понимаете, все вот эти записки пишет Атрей. Да, у нас. Сейчас, секундочку, ребят, подождите. Так, немножечко отвлекся. Так. Тут это нам за основные задания показывают. Волкодавы, убивайте драугров, цена войны. Ну, короче, пока ничего интересного. Находочки. Тут различные игрушки мы находим, и все это нам в опыт капает. Да. Так. О, сундук пропустил. Пошлите дальше, тогда, наверное. Вот что ты спрыгнуть с такой высоты не можешь. Тут максимум 3 метра. Ну, 4. Так. Отец, смотри. Продолжаем охотиться. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель.
Очисти разум. Прицелься и Тут сделай нам дают глубокий немножечко вдох. поиграть за Атрея. Выдохни и отпусти. Вот в жопец прям. Ну в жопец же Я попал! прям в Хорошо. заднюю свою филейную часть же целились. Не? Как он попал прям посередине в оленя? Он Да. еще живой. Где нож? Чай, конечно, вкусный Нет. очень. Закончи Но, то, блин, что начал. такой крепкий, что прям рот вяжет. Немножечко неудобно говорить с ним. Я не могу. Серьезный шаг. Серьезный. Да, освободили. Освободили бедного оленчика от всей физической боли. Я... Блин, еще психотравмы ему накидывает. У него тут недавно похороны были матери. А он тут оленя убивать заставляет. Дикость какая-то. Атрей! Мы будем с ним драться? Выбора нет. А что еще делать? Ваши ставки, сколько смертей у нас будет на тролля? Скажи, когда стрелять. Тут хотя бы Атрея начали мутузить. И не только на одного Иди кратца за ними! нацелились. А, блокировать по факту многотонную грушу не особо умно. Мгм. Так и запишем в заметках боя с всякими титанами и им подобным. Берегись! Скажи, когда стрелять. Ну тут кувырки в основном использовать стоит. Можно также покидаться. Следи за ними! В смысле за ними? Он тут один. Сын, у тебя биполярочка, кажись. Слишком силен! Так это ж большой троллина. Берегись, отец! Ну, чисто механику уже выработали. Главное ей придерживаться. Я попадаю, он не падает! И немножечко, да, не менять его. О, у нас работает концентрация. Назад, сын! Из интерфейса максимум, что у нас теперь есть, это концентрация. Падай же, падай! О, мы бегать можем. Осторожно! Да, чатис чуть-чуть попозже. Сейчас сбивать себе ритм боя не особо хочется. Берегись, отец! Да, под удар прям. А хилочки еще будут у нас? Нет? Сына, подожди. ХП мало. Не, хилочек не подвезут больше. Да, вторая смерть. Угу. Притом ХП у него, наверное, осталось где-то максимум треть. 7. 7 в смысле это 7-я, да? Угу. Обидно, что все эти боссы однообразные. Но они немножечко отличаются по своей структуре, ну, имею в виду по внешнему виду. А по своим атакам, то да, они похожи. Ну, если взять тот же Elden Ring,
то там боссы вообще одни и те же, считай. Не-не, нормально, нормально. Музычка не громкая, ребят. Может, звуки громкие. Ну и ты ж даешь докторскую, блин. Сейчас похилимся. Не, ты постой, подожди, там сыном займись. Сын у меня молодец, луком стреляет, занимается. Да. Назад, сын! Падай же, падай! Давай, прекращай, все. Еще прикольный момент, что если мы Кратосом подходим к нему со стороны этого валуна, он тупо от него бьется. Так, сейчас будет атака сверху. Следи за ними! Лучше всего в левую сторону от него отскакивать. Я живой! Убей его! Сына настреливай. Я готов! Все, минус троллина. Сейчас у нас будет тут добивалити, что самое прекрасное и значимое в серии игры God of War. Кратос всех противников добивает Вот тебе очень получай! красивыми Сын, ударами. Я не боюсь тебя! Ну тут как-то не очень было. Он просто ему шею свернул. 8. Не страшен мне! Так что Сын, и сложность посмотри, вызывает только посмотри на когда-то меня. кто-то с Сын. ними есть. остановись. И сложность вызывают только когда кто-то с ними есть. А, ты имеешь в виду какие-нибудь подручные, да? Угу. Ну верно. Они отвлекают, в принципе, впадают в свою ярость, Не готов. хилятся, вот все самое. 8. В смысле? Мы же один Что? раз померли. Почему это? Я нашел оленя. 8. Я доказал тебе. Норм, все окей. Пока Почему стример не не орет. готов? А, Мы да, идем. все слышно хорошо. Хорошо. Так и запишем. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов. Да. Беднягу Атрея тут. Болезни всякие достают. Я готов. Похилимся. Закрой свой Скорее всего, ХП у нас полное. Ну, предположим. Условно, если ты считаешь, что у тебя полное здоровье, и на душе легче. И с противниками драться намного проще. Не боишься получить люлей от каждого удара. Так что будем считать, что все хорошо. Бабочки летают, единорожки. Что там у нас еще? Радуга на небе. Ну, из-за тумана ее просто не видно. Ресурсов я больше не замечаю. Больше не видно. Поползли тогда к дому. Еще один босс-файт сейчас будет. Ну и сейчас точно хп полная. Да. И что ты делаешь? Все, у нас открылась механика. Атрей умеет постреливать немножечко. Ну, стрелы у него вызывают в первое время очень большие сомнения и полезность. Но в будущем он может там в комбинации с Кратосом прям такие лютые выдавать
А где выкрик «Папа, нападают» там? А стрелы его, интересно, сбивают эти все приходы их? Ну давай, настреливай, настреливай. Так, так, нет, нет, не концентрируемся, нет. У нас должно быть все максимально четенько. А что с тобой не так? Это огненный, да, который делает... Нет, не огненный, а что с ним стало, я не знаю. Он вспыхнул резко. Вообще фиг знает. Либо это какая-то их ульта еще одна. Либо еще что-то другое. Из-за таких сомнений я Атрея вообще не качал долгое время. А очень зря. Его электрические стрелы могут противников, которые не в дикой ярости, очень хорошо станить. И позволять сражаться с тем же боссом. Или просто бить эту мелкую всякую... Не буду плохими их словами называть, нет. Всяких врагов противных. Зад у него сгорел. Аналогии интересны. Они ж по факту внутри горят. Вот эта вот дверка, как можете заметить, откроется у нас в конце игры только. Так что все локации со всеми их вот этими вот секреточками мы потом будем открывать. Ну давай, настреливай, Атреюшка. Сынок! Ну, вроде пока уже даже неплохо идет. А что с тобой опять не так? Я вроде тебя просто немножечко заморозил, верно? Потушили парня. Сына, стреляй. Не в того стреляешь. Да, с прицеливанием тоже туго у нас. А как тут промазал вообще этот чел? Интересно. Ну, по крайней мере, добивалити на них работает очень эффективно даже. Не подходи ко мне, я тебя боюсь. Сгорел на работе. Актуальненько, кстати. О, ледяные челики. Сына, а можно, пожалуйста, своему ксету не так далеко бить? Сына, настреливай. Вот и все. Челик и поотдыхать прилег, да, вот так вот. А я говорил, закрой рот. Как очень жестоко Кратос разговаривает со своим сыном. Вроде никаких секреточек тут быть не должно. О, грядочка, кстати, с цветочками. Прикольно. Но имею в виду секреточек наподобие каких-нибудь там заворотов двухрезких или воронов. Ультимативные фразы от Кратоса. Закрой. Да. Закрой. И всегда работает, кстати. Ну, потому что мы вырубили лес. Я не знаю. Волшебный. Помолчи, мы почти пришли. Кат-сценочка. Ну, погнали тогда, да. Иди в дом, сын. Самое, наверное, что прикольное при озвучивании всей этой интересной истории, там вот к этим всем парням, ну точнее к самому озвучивателю Кратоса был вопрос, почему они вписали
почти в каждый монолог «сын». Хотя по факту он говорит только это в конце. На что тот ответил, типа, ну русский язык полон и красен, и чтобы все не было так однообразно и скучно, они перевели его в разных интерпретациях. Но в конце не так сильно ощущается вот эта вот прям сцена, где он воспринимает и принимает своего ребенка. Ничего не понимаю. Да, тут немножечко такие. Из чего? Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в Семейные бою? моментики. Злость станет оружием. Если ее подчинить, использовать, ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще. Очень жесткие уроки воспитания Кратос пытается дать. Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, Резкий к нему переход от явно доброй не матери готов. к злому отцу, с которым он практически не общался, как Что это? можно Тише. понять. Да. Приводит к не таким очень чувственным моментикам. Выходи! Ну как Ни к бы, чему теперь прятаться! ну как бы это Я про странно тебя не всё было, теперь я знаю. обычно никогда Что не ставлю происходит? английскую озвучку, Кто это для там? меня она самая Более посредственная. того, Ну, я по знаю, факту, кто ты. Сын, английскую озвучку, лезь под пол. чтобы прочувствовать, Ты же там запретил надо, туда лазить. Кто это? Я не знаю. в Чего он ну, хочет? по крайней мере, в Я не некоторых знаю. играх. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. Да, И да, да, вот тут обойдемся все без эти диалоги. кровопролитий. Русская озвучка, она хороша, но в некоторых моментиках и играх английский перевод может быть получше. Ну или просто бы его не, ну, русского перевода может не Я быть. думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Точно не пик, ни К на Далековато полянке. забрался, да? На полянке. Что тебе нужно? О, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Скандинавские уходи. боги тут зашевелились. Надо же, я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чита нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу. Если нет русского, я ставлю любую другую, но не английскую. Да? А как же ты понимаешь сюжетец? Ошибаешься. Много раз убеждался, что она посредственная. Ну, конечно, не зря же. Я тебя понял. Пошел из моего дома. Когда нету русской озвучки, я Для просто этого тебе придется вырубаю меня озвучку и убить. ставлю музыку. А-а-а. Ну, прикольно. Я предупреждал. Наконец-то! Эх, пришел к нам мазохист этот. Ты не послушал. Нет. Вообще даже бить его как-то, ну, просто тупо. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Неинтересно, он боли не чувствует. И как-то это вообще усилие впустую даже. Какое жестокое разочарование! Да ладно тебе.
Кратос просто уже не молодой. Интересный момент. Я не знаю, сколько он наносит нам урона. То есть, представим, что мы с ним сражаемся. Сколько его удара он снесет. Фиг вообще его знает. Только эмпирическим путем если понять. Бесполезно! Ну ладно. Он нам тут полсадик тут сломал. Собака, блин. Деревья все повыкорчевывал. Так, вторая стадия. Ты хоть стараешься? Стараемся. Очень уж усердно. Вот в том же, кстати, Kingdom Come, если ставить какую-нибудь там польскую озвучку, ну или просто какую-нибудь европейскую, но ближе к нам, то там довольно-таки прикольно сделано. Так, медленно! Ну тихо ты, не быкуй, дружище. Ну, третья фаза. Защитники природы уже открыли на тебя счет в банке за вред природы. Но я им покажу цветочек, который мы выращиваем. Почему тут две кровати? Все эти зоо и природа у нас, как правильно, флора, да? Флора и фауна. Иногда палку перегибают. И тупо его домой к себе загнал. Задел за живое, да? Да. На дерево. Похлебальничек. На камнем по хребтине. Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. А ты молод и дурак. Вот что он обзывается. Еще разок. Слишком много слов. На. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Впадаем в спартанскую ярость, ребята. Первая наша ярость. Момент знаменательный. Получается, Кратос при создании семьи пытался сохранять контроль над собой. Так что это очень такой тоже запоминающийся момент должен быть. Бесполезно! Для тебя бесполезно, для нас очень даже полезно. По факту, сколько там спидранеры проходят God of War? Сделаем антирекорд. Или на максимальной сложности наоборот. Сделаем очень четенький рекордик. Кончилась ярость, все. Мы теперь обычный Кратос. Четвертая фаза. А ты можешь прекратить делать эти подсечки, блин? Не-не-не-не-не, все, харе. Успокойся. Топор застрял. Надо не давать ему проводить свои мувсеты. Что ты скрываешь? Да ты прекрати. Дай мне время подойти к тебе. Чего, блин?
Он спинка тупо нас выбил. Как я понял, он ударов нам 4 где-то, в районе 5 нанес. Ну, то есть где-то так. Кратос, Kingdom Come Deliverance. Польская озвучка лучшая по той причине, что сама игра и сделана поляками вроде. Да, все верно, она в Польше и сделана. Они там очень много изучали весь этот фольклор. Все эти моментики интересные. Да, да. Историю. Кратос стар и медлителен, зато силен, а ты быстрый и тупой. Ну, как иначе его назвать? Как там говорится, не держи в себе. Это от Шрека. Я вот всегда говорю, когда какие-нибудь такие моментики происходят. Не держи в себе. 9. Бесполезно! Продолжаем спартанскую ярость. Точнее, входим в нее заново. 9-я смерть. Ну, практически пролог мы прошли. Нам тут осталось-то максимум, что победить бога этого. Нам покажут всю эту локацию, и уже все, можно будет выходить в открытый мир практически. Ну, там до Фрей, правда, еще немножечко. И карту нам откроют. С большинством открытых мест. Нам дерево, что ли, по хлебалу дало? На это нет времени! Надо же, какой ты злой! Тихо ты. Не-не-не-не-не, все, успокойся. А вот тут уже как-то он потяжелее пошел. У нас на атаке 2 где-то осталось здоровья. Надо быть повнимательнее. Надо быть повнимательнее. И все еще скуча! Так, 4-я фаза, да, не забываем. Мы до нее дошли, но так и не вышли. А почему он не подлетел? Ладно, хорошо, не сбили ему, не блокируемую атаку. 2 часа, 35 минут, вроде рекордный спидран. Всего God of War, да? Макс сложность и без багов. Со смертями, надеюсь. Ой, это я не ту часть посмотрел. Просто было интересно, как это за 2,5 часа сюжет прошел. Да, тихо. Вот, постой пока немножечко, мы тебя попинаем. Да. Пинаем, полудурку пинаем. 4-я, наверное, часов за 5-7, наверное, приходится. Ты все еще скучен! Или, может, даже меньше. 5 часов. 32 минуты. Да, я так и думаю. 5-7 часов где-то. Было бы, конечно, прикольно комбинировать атаки с кулаками, но у нас навыки не вкачаны. Ну ты чё? Ну вообще беспонтовая его атака это льдом не вызывает. А почему ты сбоку-то не блокируешь? Надо же, какой ты злой! Злой. Потому что ты мне тут сколько уже? 1 смерть ты обеспечил. Все, 5-я фаза, последняя. Все. 5 часов 32 минуты, макс сложность и без багов. Вот это God of War. Спидранеры не умирают. Ладно. Все спидранеры умирают. Они вот 100 часов задротят, понимают, как в это играть. Помирают там сколько-то триллионов раз на одном противнике, чтобы его заучить. И потом 1 раз без косяков проходят.
5-я фаза. Еще посражаемся. 9 часов 20 минут это Рагнарёк. Мощно. А вообще сам Рагнарёк насколько дольше? В 2 раза, что ли, чем 4-я часть? Наверное, в 1,5 раза больше, чем 4-я. Где-нибудь часов 60. Ну, сюжет имею в виду. Он очень долгий. Еще одна очень хорошая, долгая сюжетная игра у нас имеется. Правда, но тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Но прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Это даже грустно как-то. Помимо боли он не ощущает вообще ничего. У него нету спектра чувств. Ни этих самых ощущений всяких вкусовых, по-моему, не болевых и от прикосновений просто. Да. Там у спидранеров Dark Souls игр есть категория. Спидранишь все части подряд, один раз умер, проходишь самой первой игры заново. Да, есть такая. Это не помню, как называется, честно, тоже, но я видел и даже слышал об этом, да. Тебе не победить! Я очень такая не ощущаю, серьезная компания, как по мне. Ну не сдаешься. Надо к ней готовиться. Если бы ты Долгое сказал мне время. то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Психологическая Но травма. нет. Били в детстве. Ты про этого Покончим чувачка, с этим. как он называется? Чужак, а по факту Тебе не называется... победить. Я не помню, но он сын Фрея. Не помню, как его имя вообще. Ну, он, в принципе, вообще нам по барабану. Давай! Это, кстати, финальная у нас битва с ним. Финальная, и все. И мы увидим его чуть-чуть попозже только. Я не чувствую! Ну, это тупая атака, вот эта вот по области. Она вообще, ну, не думаю, что попадет когда-нибудь по норм реакции. Чувствую! Не-не-не, ты если сзади-то бьешь, то хотя бы предупреждай. Ну вот первый удар я всегда сбоку его пропускаю, но тупо потому, что не успеваю повернуть камеру, а щит Кратоса не работает на все 360 градусов, ну, по крайней мере на 180, только на его, как эти. Ну да, все, минус. Чуть позже, в конце игры. В конце игры мы его убьем, да. А перед концом мы встретимся с его братьями, точно, да. Так, секундочку, ребят, секундочку. Первый юбилей, 10-очка, да, сейчас. Секундочка. Отвлечемся на минуточку.
Так, ребят, технический перерывчик. Технический перерывчик, да. У нас 5 минут где-то. 5-7 минут займет максимум. Надо немножечко тут похлопотать по хозяйству. Так что скоро вернусь.
Так, дорогие друзья. Так. Похлопотать, да, я брательнику еды накладывал, покушает. Бутербродик там, картошечку с грибочками там, с курочкой. Сказать, оформить все по полной. Дети, о которых мы не знаем. Брательники. Жирная ипотека, 2 работы. Еще хобби, стриминг и пытка модеров в подвале. Эх, как на все это времени еще хватает. Помимо всего этого, еще и несколько бизнесов, плюс торговля акциями на бирже. А про акции, да, не буду ничего говорить про них. Гиблое дело вообще. Еще и второй стрим-канал. А еще надо купить продукты в магазине, сшить одежду, тем самым скрытым детям, так как одежда магазина мы не признаем. Только natural. Возможно, еще и успеть принять участие в каком-нибудь движухе. Я состою не где-то там, а в партии, дорогие друзья. Но не будем говорить о политике, да. Это гиблое дело и последнее самое. Сказать, дело каждого. Нам еще немножечко чуть позже, наверное, после босса надо будет отвлечься, посмотреть, как делища там брата. Ну, эта смерть вообще была, в принципе, стандартная. Я просто от боя уже отвык, от его атак из серий. Так что надо наверстывать. Тебе не победить! Какая у нас 5-я, да, у нас получается 5-й этап. Давай! Я не чувствую! Продолжаем. Не даем ему атаковать. А если и даем, то желательно не часто. Кстати, уклониться можно. Я, кстати, не пробовал уклоняться от его атак. Тоже действенный способ. Бесполезно! Ты жалок! Все. 6-я стадия. Мы проходим все эмоциональные стадии этого бедного человека. От принятия до боли и страданий. Сколько там стадий? Я не помню. Первая это что? Тебе не победить! Отрицание вроде. Давай! Он так еще приветливо стоит, чтобы ему морду набили. Прям очень-очень хорошо. Все, конец. Бой, в принципе, несложный. Максимум, что вызывал какие-то трудности, это, наверное, его атаки боковые. И, в принципе, все было довольно-таки просто. Да. Обнимашки. Мужские. Всех, кого я встречал, хотя бы ты Мы заставишь красавчики. меня ощутить что-то, но ты не смог. Так, блин, тебе вообще там все отключили, как мы заставим тебя почувствовать. Магия — это дело такая деликатная. Ей все просто невозможные вещи в книгах и фильмах описывают. Так. Сейчас приду, ребят. Да. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом?
прошлом. Как они нашли меня спустя столько лет? Вернулся еще раз. Там, скорее всего, будет еще третий заход. Да. Мы тут катсценочки, скорее всего, все успеем посмотреть даже. Ну, мы тут разворошили. Ни сада, ни огорода, ни преддворовой тут территории. Еще и зоо с природозащитниками. Greenpeace вроде называется, да, это вся организация, как помню. Гринписовцы. Напрягаем все свои эти регенерационные клеточки. Давно уже. Тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. А, это обращение к жене, да? Угу. Но оставаться тут нельзя. Сына, ты как? Сына, наверное, там нашел это батин алкоголь, чисто уже там Вы подтягивает. Там как? Я думал... Ты что думал? Не стоило его пить. Это Всё было хорошо. лишним. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Как могли заметить, там есть небольшой вещмешочек. Докажи Да. мне. И там те самые Докажу. клинки хаоса, что мы отняли у самого Аида. Ну или тех богов Нижнего мира. Ты, может, и не готов, а вот судьба считает иначе. По факту. Гора. В преддверии этого путешествия мы станем сильнее как в Но он физическом, очень важен. эмоциональном и Что просто тут случилось? этом плане. Но будут свои трудности, конечно. Без них никуда. Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Клинки в этой части имба та еще. А в Рагнарёке они Я какие-то сделал то, что слабоватые должен. были. Ну посмотрим, посмотрим. Я больше всего пользовался, наверное, топориками. Вот, в этой части, когда открылись клинки, я на них немножечко подзабил и пользовался по привычке топориком. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Я думал, в Рагнарёке клинки слабыми только мне казались. Ну, кажись, они их специально или как-то по недосмотру своему Вверх. осуществили данную механику, Ты раньше похоже. убивал людей. Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не И не пускай только. в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им.
Они тебе не станут. Тут водопадики новые появились, всякие скалы, пещерки. И это было тут всегда? Красивая очень световая тут палитра такая. Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Конечно, не RTX все эти прикольные, но тоже нормально. Так, подняться, да? Оп. Вот у меня Ведьмак скачался, надо идти нагонять стример. Так, Тоже на максимальной сложности, да? разве что по мосту. Если только так. Сможешь его опустить? Модер пошел проходить легенду. То-то. Да без Б. Ага. Любитель Вперед. пострадать. Есть! И придумать прикольные механики. Да, это весь наш модер такой. Хорошая идея! Хорошая. А главное, очень оригинальная. Все вроде залутали, да? Поднимаемся тогда. Сын, Да, Теперь модер должен стримить Ведьмака. Два Ведьмака параллельненько. Нет, уже. Я, блин, его не знаю, как на кооперативное прохождение развести, а вы мне тут Ведьмака его просите поиграть просто так. наверху. Видишь? Так, получается, нам наверх, да? Все вроде залутали. Та-та-та. Модер, в отличие от стримера, не разводится так просто. Ничего не жалко для своих зрителей, понятно. Отец, по пути мы встретим других людей. да, Мирно? нет, Кооперативное Грабители? прохождение задумалось еще Возможно. даже ранее, чем... да. Да. А, О нем упомянули в чатисе, так что тут сложно говорить. О как, но это будет проверено. СЛС, это вызов? Ух, тут нам локацию показывают. Вот смотри, все вот это вот раньше желтоватое кольцо деревьев, весь это наш лес наши. защищала полоса деревьев. Да, это мать все пометила. Вон там Ни были в коем прорехи. случае. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Из этой прорехи нас нашли. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Но можно еще немножечко вперед пройти, наверное, да, и потихонечку будем заканчивать. Потихонечку будем заканчивать там. В принципе, небольшие такие головоломочки будут опять. Рядовые противники. Всякие. Сколько времени уйдет Тролли. на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы. Не знаю я. Ладно. Эх, любят дети с этими всякими интересными вопросами. Причем подряд тупо задавать их. Стрелять? Жди команды. Снова Траук? Интересно, со скольки ударов мы его вот так убьем? Сына не трожь. Низко! Отец, берегись! Чего бери? А, вот таких. Один в дикую ярость Я вошел. готов.
Вроде пока неплохо идет. К их атакам я вроде привык даже. Не сказать бы, что стопроцентной точностью. Ну блин, хотел прекратить эту вакханалию, а она не туда прицелилась. Так, подождите, ребята, я в чате чуть попозже отвечу. Я так понимаю, в среду Ведьмак, понедельник, пятница, God of War. И снова, Чё? Не снова, а опять. Ну, подразумевалось, ну да, где-то так. Где-то так. Так, еще моментик, и мы продолжаем, думаю, без остановок. Ну, до конца. 11. Да, все, продолжаем. Брательник сыт, можно и люлей получать еще от противника. Понедельник, пятницу. Ну, вообще, смотрите, у нас же есть 4 игры, которые мы начали. Секира, раз. God of War, 2. Ведьмак, 3. Жди команды. 4 у нас Сабнатика вроде, но она по субботам обычно, да. Получается 3 игры. For Honor он у нас 5, но он на видосике чисто. Да. Чего мы ждем? И вот из этих 3 игр Да тут полно Драугра! Секира, God of War и Ведьмака надо время распределять для каждой или какую-то конкретную в определенные дни начать проходить до конца. То есть вот где-то вот такой план. Берегись, отец! Что вам больше заходит? Как я понимаю, Секира не очень. Там месило этих однообразных, ну, имею в виду боссов, с одними и теми же атаками. Не знаю. God of War приколен по механикам и сюжету. Ведьмак тоже. Так что, скорее всего, будем эти игры продолжать. Соответственно, по краям и посередине. Но может Ведьмак даже где-то в пятницу или в понедельник пролетит. Продолжим, если интересная миссия будет. Он стреляет огнем! Это Про как Секира не забыли. Уху. Секира, оно в душе. Я его еще ни разу не прошел до конца, так что в будущем сделаем. О, кидатели. Тоже такие противники. По своей сути в толпе только могут какой-то вред нанести, по одному не особо. Для разворота. Понятно. Снова враги! Хорошо! Получай, Драугра! Место! Следи за ними! Так, надо юзать этот разворот по КД. Этот чел обледенел ли, мне кажется? Ух ты! Не, по-моему, мне кажется, да. Да харе вам уже в эту дикую ярость входить. Или мне не кажется, они реально обледенением покрываются таким. И хором. Ой, и хор это от насекомых. Изморози, точнее. Снова враги, они сзади! Хорошо, пап, хорошо.
Ну блин. Не получилось. Ждем 8-й новый рекорд по длине стрима. 8-часовой имеете в виду? Дальше надо 6-часовой, а затем и 8. Ну, у топора сила льда вроде как же, а у клинков огня. Да, соответственно. Но какой-то особой это... характеристики обледенения не думаю, что дает. Замедление не чувствую. Они нас не видят. Стрелять? Да, стреляй, молодец. Да тут полно драугров! Я уже готов. Поюзаем механику добиваний, а то фиг ли она у нас есть, а мы не пользуемся. Отвлекся. Не-не-не, это не надо. Берегись, отец! Да опять отвлекся, он сразу атакует. Получай, драугр! Беднягу тут прям аж к дереву притащили. Огонь! Берегись! А их атаки мы отбивать не можем, да, для этого нужен отдельный навык. К сожалению. Похилимся зато. Берегись! Сколько у нас ее накопилось? Я вот тыкаю сейчас, и у нас ее не заполнено нужное количество, понимаете? То есть она у нас копится потихонечку. Пока без раскачки определенной она очень долго копится. Нисто! Да, стрела Атрея нет. Нет. Не кажется? Нет, она не отрубила им. Дикую ярость стрелы не отбивают. Как желание у них сражаться, например. Иди за ними! Ну ты за спины-то, блин, такую. Берегись! Сзади! Так, чел входит в ярость, ладно, от этих избавимся, пофигу. А постреляй ты в него, нет. Да ёпрст, не успел блокирование сделать. Про ярость кто-то забывает, а стоп, стример же не знает, бомбит у него или нет. А стоп, стример же не знает. Да, отсутствие интерфейса дает свои приколы. Да. Ну, я вот прожимаю, говорю, вот. Нету у нее накопления нужного этой ярости. Погнали повторно. Стреляй. 13-е, да. Ну, пролог мы прошли, так что нормально, думаю. Отец, берегись! Да ты меня отвлек, я, блин, подумал, что атакуют сзади. Как они за... У них 2 секунды этого КД. Вообще непонятно. Отец! Как они так в нее быстро входят? Я готов! Следи за ними! Он через щит пробил. Вот тупо через щит. Да. 14-я смерть, да.
Погнали. Третий круг, да. Они нас не видят. Стрелять? Здесь куча дров! Стреляй, стреляй. Осторожно! Получай, Браугр! Не забываем, что их надо бить. Ну вот, блин, не успела. Не успел ответить этим парированием. Низко! Брат, справа! Раз, два. Ну я отвлекся на чатик. Берегись! Что берегись-то? Он один тут. Ничего себе! Так, минус, ладно, хорошо. Браугр! Следующий здесь будет. Хилимся. Все, действуем по четкому плану. Снова враги. Я вижу их! Надо очень аккуратно Берегись, отец! атаковать их. Ну, блин. Нет, не успевать. Не успевать. Осторожно! Сейчас на этого сконцентрируемся. Да, вот все хорошо. Погнали следующего бить. Вот самое интересное, эта ярость не активируется ровно до того момента, пока мы не ударим вот этих челков. Осторожно, сзади! То есть только инициация удара Кратоса работает. Слева! Да ты же издеваешься, не знаю там, как это работает. Я же уклонился. ХП камень. Ща топово. Он стреляет огнем! Это как вообще? Не-не-не-не, все, ребята, успокойтесь. Место! Вот того постреляй, вот того, да. Прости, не могу! Ёшкин ты кот. Ну, я уже проспорил, получается, давно. Скоро и я спор про интерфейс проиграю. Да ты вы что, мы все, до конца игры без него будем. Раз начали, то и продолжим без него. А я на Ведьмаку ставил хе-хе. А на ведьму ставил хе-хе. На долгоиграющий план. Ну не переживай, мы ее тоже переиграем. Жди команды. Снова Браугр! У стримера нет плана, он его... Но он его придерживается. Истинно так. Главное, делать вид, что у тебя все по плану. А как там дальше пойдет, ну это уже другой разговор. Берегись, отец! Берегись, сзади! Вот, парирование тоже эти штуки аннулируют. У них там, блин, сколько хп вообще. Этот молот ему наносит что-нибудь, этот топор. Да ты издеваешься, я подойти к нему не успеваю. Следи за ними! Ладно. Первые двое уже вызывают какие-то эти неприятности, блин. Берегись, сзади! Да, тихо, все, хорошо. Хорошо. У нас еще атак с разбегу нету. Блин, вообще неудобно. Первое, кстати, это добивались в битве. Уже можно идти! О, хилочка.
Он стреляет огнем! Это как вообще? Так, и тут похилимся. Быстрый разворот. Тема, конечно. Они слева от тебя! Не-не-не, все, спокойно, ребят. Там и третий нарисовался. Так, сейчас этот войдет в этот режим, блин, ярости. Надо их выкуривать по одному. А как выкуривать, когда они, блин, тупо толпой прут? Так и чувствовал, да, что ты войдешь в него. Низко! Снова Драугры! Они вообще не сдают! Так, еще партиечка. Ладно, избавимся от... Не-не-не, не того, и ты берешь. А, ты то есть, да, вот так. Ну мы сейчас помрем. Отец, ты сильно ранен! Спасибо, Я сына. готов! Они тупо доворачиваются, да? Ладно. Отец, нет! Вот же хитрые. А вот я вот еще не ставлю на эфисского генерала. На генералов. Вот же хитрый, на бобов ставят. Вот оно поколение хитрозадых. Да-да. Профильный навык. Абсолютно верно. 16-е. Вот интересно, до конца стрима, до 20-й-то дойдем. Скорее вот всего эту вот толпе не разберем и будем заканчивать. Да. Да тут полно Думаю, Драугров! на сегодня можно будет страдания и боль заканчивать по чуть-чуть. Следи за ними! Сына, настреливай. Так, третий заспаунился. Ну, пока на это убьем. Да. Тихо, ты там постой, пооглушайся пока. Вот не хватает станущих навыков вообще. Вот были бы, было бы намного проще. Там, по крайней мере, знаешь, что атаки по толпе есть. Ладно, вроде без особого урона по ХП прошлись. ХП оставим тогда на потом. Будем этих мочить. Берегись, отец! Осторожно! Блин, задел не того, кого хотел. Ну ладно, тоже следует. Одним Драугром меньше! Это хорошо. Я готов! Так, ладно. Сына, настреливай, блин. Следи за ними! Немножечко реакции не хватает успеть в эти 2 секунды по ним попасть. Настреливаем сына. Все хорошо. Так, а этот откуда выбрался, я не помню. Либо это тот недобиток второй, либо еще кто-то. Сын, соберись! Соберись, сын. Тесни их! Так, ладно, займемся этими двумя чипыздриками. Берегись! Над тобой!
Нет, настреливай сына. Нас... О, сбивает сына, оказывается. Сбивает их эти дикие ярости. Готов, жду приказа. Это очень даже хорошо. Сына настреливай. Вот. Все, надо теперь сына на этом, на курке держать. Ну, не в плохом смысле этого слова. Еще трое. А в хорошем. Над тобой, берегись. О, добивали тебя, вообще отлично. А ты что тут делаешь? Сейчас не хватало еще сверху, да, вот пилюлю. Прям в секунду почувствовал, что летит что-то. Место. Так, избавились, ладно, хорошо. Все, да. Это победа. Я помог? Если хочешь помочь, Было отвлекай плотненько. их. 3 волны. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Отец, ты сильно ранен. Кратос с ожогами 3-й степени и кучей ран. Да, спасибо, я как-то не заметил. Так мы и боли-то не чувствуем. Вы что, мы впадаем в дикую ярость. Сын, Ладно. Стрим настолько интересный, что сторожевая собака пришла смотреть с нами. Поселение Йотунов. Привет, Йотунов. песелю. Великан. Хорошему мальчику. Ты можешь прочесть? Не все. Тут Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственные. Бобик Поэтому знает я могу толк в иногда хорошем разобраться с контенте. незнакомыми. Собаки всегда чувствуют хорошее. Да-да. Так, все залутали вроде. Воронов, честно говоря, не вижу. Вижу сундучок подвешенный. Но не попали. Да ты угораешь, как можно не попасть? И вообще не видно, сколько мы ресурсов получаем. Да, это сложно. Ну, а мне пора идти. Приятной игры, удачки и хорошего настроения. Всем пока. Давай, Зет. Давай, хорошего вечера. Тоже будем потихонечку Ну, я тебя не звал, дружище. Ну, давайте. Вот этого последнего беднягу добьем и все. Все хорошо. И похилимся. Хилиться это важно. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Так, сохранимся, значится, да. Кстати, с загрузками тут тоже интересная тема есть. Тут по факту в начале, ну, в ознакомительном этом фрагменте, где мы сражаемся со всеми, нам не объясняют, как работает интерфейс. То есть, что параметры, надо зайти на кнопку какая-то optical, optional, вот. И что надо нажать на треугольничек, чтобы выйти из игры. Это, конечно, было мощно, там минут где-то 5-10. Я потратил, разбираясь, фиг ли оно так и не работает. Да. Ну, а мы, наверное, тоже, дорогие друзья, на сегодня закончим. Всем Эй, желаю хорошего дня, хорошего времени суток. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, да. А на сегодня мы, думаю, закончим. Ну ты, ё-моё, еще давай обучение выкатывай. Руническая атака. Спасибо. Все. Спасибо. Да, на сегодня все, дорогие друзья. Всем пока.